Всем здорово, чуваки! Перед началом этого ролика я бы хотел попросить вас подписаться на этот канал, потому что, как обычно, вам станет интересно. Вы залипнете, досмотрите ролик до конца, выключите его и забудете подписаться. Поэтому, чтобы этого не произошло, прямо сейчас спускайся под этот видеоролик, найди красную кнопку подписаться, нажми на нее, сделай ее серой, и ты станешь нашим подписчиком. Но если ты подписан, ты красавчик. Ребята, вы сегодня просто офигеете от того, какая у нас сумасшедшая идея. Я уверен, такое вам даже в голову прийти не могло, но когда я об этом узнал, я был вообще в шоке. Это такая же абсурдная идея, как в том ролике, где мы забивали обыкновенной лампочкой гвоздь в доску. Обязательно посмотрите вот здесь вот по ссылочке, было очень интересно. Ну а сегодня мы попытаемся ниткой разрезать навесной замок. Представляете, нитка и металл. Как это, что будет, я не знаю, напишите в комментариях, получится это или нет, ну а мы сейчас это узнаем. Для этого нам понадобится нитка, вот такой вот навесной замочек и точильный камень. Нитку мы взяли джинсовую, неважно какого она цвета, главное, что она очень прочная и руками ее очень тяжело порвать. Замочек мы взяли новый, вот такой вот небольшой. Как видите, как бы все здесь должно вроде как работать. Да, все открывается, все отлично. Настоящий замок. Ну а камень для заточки ножей, я думаю, вы и сами знаете, как выглядит. Но чтобы нам удобно было резать, давайте для начала закрепим замок. Давайте представим, что замок у нас закрытый, а ключи мы просто потеряли. Сейчас мы берем обыкновенную нитку и попытаемся ей перетереть замок, тем самым его разрезать. Но чтобы мне не резал руки, я надену перчатки. Готово. Теперь продеваем нитку в замок. Так, пробуем. Я как марионетка, знаете, сейчас. Такой. Мной кто-то управляет. Слушайте, что-то какая-то дичь, по-моему. Я чувствую, как она скользит и по-любому ничего не делает. Ну вот, в принципе, да. Ну, прошла примерно минута, давайте глянем, что у нас получилось с замком. Вообще, по-моему, ничего. Ну, в принципе, ребят, это не удивительно. Это же всего лишь обычная нитка. Что она может сделать этому металлу? Но что, если мы ее заапгрейдим при помощи нашего точильного камня? Достаем камень и при помощи молотка отломим от него кусок. Так, раз, два. Так, что-то кусочек маленький, давайте еще кусочек. Есть. Теперь берем металлический диск, на котором будем размельчать эти куски. У нас нет наковальни, поэтому будем делать так. Пересыпаем все это на крышечку и измельчаем до состояния порошка. Так, ну я думаю, хватит. В принципе, почти что мука у нас получилась из этого камня. Ну а следующее, что нужно, это вода. Набираем чуть шприц. Добавляем немного воды в получившийся порошок. И все это перемешиваем. Так, отматываем нитку. Отрезаем. Теперь вот этот получившийся шматок мы добавляем вот сюда. И обваливаем нитку в этой жиже. Я что-то начинаю сомневаться вообще, что это получится, что это возможно. Я не знаю. Вот как вы думаете, напишите в комментариях. Но вот глядя на эту жижу, мне кажется, это какая-то хрень. Неужели вот это вот может что-то порезать? Вот это вот что? Слизняк какой-то. Достаем ниточку. Так, какая-то хрень получается. Так, нет, все нормально. Размотали. Все отлично. Сейчас аккуратненько вот так кладем. Надеваем опять перчаточки. Один конец продеваем в замок. Он же у нас закрытый. По-другому нам никак не сделать. Есть. Все. Я берусь за края. Возможно ли это? Я не знаю вообще. Но я постараюсь сделать так, чтобы это сработало. Ну что, давайте резать. Раз, два, начинаем. Слушайте, ну по ощущениям она прям цепляется. Она реально цепляется не как обычная нитка. Я чувствую, что, блин, это может получиться, конечно. Я не знаю, насколько быстро нужно двигаться. Но мне кажется, если я буду быстро двигаться, она просто быстро порвется. Поэтому давайте так, аккуратненько. Это же все-таки нитка, а не какая-то пила. Ну слушай, она уже не бегает по замку, смотри. Она просто на месте стоит и все. Возможно, это значит то, что нитка уже начала как-то пилить. Кусочек у нас оторвался. Давайте посмотрим, может, что у нас получилось. Офигеть, ты видишь? Смотри. Да.
Нифига. Смотрите, реально пропил есть. Я думаю, ну видно же хорошо прям. Давайте продолжим. Блин, я, честно говоря, не знаю, может это и возможно, но сколько займет это времени, вот без понятия. Походу нам нужна новая нитка. Так, еще одну ниточку обваляем сейчас. А может и не одну. Может и не одну, действительно. Снова достаем. Я думаю, знаете, перчатки мне не нужны. Я думал, руки будут резать, но на самом деле нет. Я особо усилий не прикладываю, чтобы вы знали. Так, все, я нащупал. Идем дальше. Но она цепляется, это реально круто чувствуется. То есть я чувствую, как она прям зацепляется за этот металл и пытается как-то его резать. Причем я почти не надавливаю на нитку, то есть очень слабенько это делаю. Я не знаю, как она так легко порвалась до этого. Я как будто дверь открываю, закрываю, такой скрип. Слушай, ну это крепче нитка уже. Слушай, я думаю, еще надо раз, короче, намочить, чтобы типа вот эта штука, ну... Думаешь? Да. А по-любому вот я сейчас стерлась, я думаю, короче, да, она на замке остается. Но я думаю, сейчас как бы пускай порвется уже, наверное, потому что она все равно подстерлась уже чуть-чуть. Я просто ускорю сейчас. О, руки устали. Ну, слушайте, камень с нитки очень легко стирается, поэтому нам только остается чаще ее смачивать и продолжать пилить. Ребята, я уже задолбался резать этот замок, у меня язык заплетается. Уже прошло 1,5 часа, как я режу этой долбаной ниткой этот замок, я уже проклял все нахрен. Посмотрите на мои пальцы, какие они черные. Это все вот этот вот камень точильный, блин. Так, давайте наглядно вам покажу, что у меня получилось тут. Слушайте, блин, ну нифига я тут проделал. Охренеть, ну-ка сейчас, подожди. Я плесну вам водички, чтобы было видно, да и себе, чтобы было видно тоже. Давайте я ниточкой сейчас прочищу все это. Смотри. Я не знаю, ну где-то половину мы точно сделали, 100%. И это за 1,5 часа. Я думаю, что примерно еще час и будет готово. Блин, у меня уже пальцы на самом деле начинают стираться. А в перчатках это как-то неудобно, все это макать, в итоге потом продевать. Вы просто представьте, я режу обычной ниткой металл замка. И как вы знаете, у замка металл вот здесь вот не такой мягкий, как, например, какой-нибудь гвоздик. То есть это жесткий металл. И, блин, вот так вот его разрезать ниткой, ну это прям шок. Это не какой-то развод, это на самом деле так. Ниткой при помощи, конечно, точильного камня возможно разрезать замок. Единственное, что это вопрос времени. В данном случае... Если мы берем джинсовую нитку, мы можем разрезать это, ну, примерно за 2,5 часа. Но это только в том случае, если мы продолжим в таком же темпе. Поэтому давайте отматываем еще ниточку и продолжаем. Я думаю, ну, часик мы еще поделаем, и вы убедитесь, что это на самом деле возможно. Полностью разрезать. Это как? Что? Погнали! Я уже, блин, устал здесь танцевать. Вот эти вот однотипные движения так задолбали, блин. По-другому я не знаю, как еще это сделать. Ладно, немножко осталось, Серега. Потерпи чуть-чуть. Да, блин. Сколько метров нитки мы уже испоганили тут? Я не знаю, метров 50 точно уже ушло на это резание. Больше. Даже больше. Фу, блин, ребята, осталось совсем чуть-чуть. Я вижу, что там уже что-то так, просветы какие-то появляются. Но нитка стала чаще рваться уже. Я уже аккуратно делаю, чтобы нитка не порвалась. Но вот-вот должно произойти чудо. Так, это что, нитка порвалась? Или замок порвался? А, нет, чуть-чуть осталось, ребята, совсем немножечко. Хотя... Знаете что? Мне кажется, я его смогу сломать теперь руками уже. Так, посмотрим. Чего? Вы посмотрите. Мы смогли ее разрезать вообще
Ну, причем не так уж много времени на это ушло. Я думал, уйдет гораздо больше, часов 6, думал, уйдет, но не 2,5 часа. Давайте попробуем вытащить замок. Изи. Слушайте, ну блин, ну такого я точно не ожидал на самом деле. Изначально я думал, что ну это сомнительная какая-то идея. Но когда мы уже разрезали половину, я понял, что да, это возможно. Но сколько на это времени уйдет, я вообще не представлял. Но вы только посмотрите на этот разрез. Он идеально гладкий, такой не сделать никакой болгаркой или какой-нибудь пилой по металлу. Ну а по итогу, ребят, чтобы разрезать вот такой вот замок, вам понадобится половина точильного камня, 1/3 вот такой вот катушки ниток и 2,5 часа свободного времени. Как вы поняли, принцип резки заключается в том, что нитка царапает металл и тем самым его разрезает. Я думаю, при таком раскладе можно было бы использовать какой-нибудь песок или соль или что-то похожее на это, но возможно на это ушло бы гораздо больше времени, поэтому если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте кучу лайков, подписывайтесь внизу на канал и всем спасибо!